Привет всем! Я рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. И сегодняшнее видео у меня будет посвящено опять бесшовному вязанию. Опять лайфхаку о бесшовном вязании. Но на этот раз лайфхак не от меня, а от моей коллеги Кэти Кити. И ссылку на ее видео вы найдете у меня внизу в инфобоксе. А я покажу вам, как расширить этот метод на другие узоры. Вязать я буду из трикотажной пряжи Biscuit от пряжи Центр. Вот характеристики этой пряжи. Эта пряжа с лицевой нарезкой нити, что позволяет изделиям из этой пряжи хорошо держать форму и перевязывать их и вязать потом снова из этой пряжи. Цвет у меня Tiffany, и я уже вязала из этого цвета. Вот в этом видео вы можете найти рюкзак с спицами, которые я связала из этого цвета, и это было в прошлом году. И вот за это время я ни разу не покупала этот цвет. И представляете, палитра не изменилась. То есть я их сравнила. Моточек, который пришел сейчас, с тем самым рюкзаком, который я вязала в прошлом году. И цвет пряжи остался точно таким же. То есть палитра Biscuit постоянно. Цвета не меняют своих оттенков, но, по крайней мере, с цветом Tiffany я точно могу быть в этом уверена. Ну и так, поехали. Для вязания этим методом нужно отмотать хвостик. Хвостик я отмотаю примерно где-то метр. Это зависит от величины изделия, которое вы хотите получить. Дальше я делаю магическую петлю и начинаю вязать как обычно. Я вяжу первый ряд по формуле идеального круга. Ссылку на идеальный круг вы также найдете внизу в инфобоксе или вот здесь по подсказке. Итак, смотрите, я связала первый подъемный столбик и дальше 5 столбиков без накида, и хвостик я затягиваю сразу потуже. Я, кстати, связала немного лишнего, одну петлю распустим. Надо распустить шапочку у последней петли, и вот шапочку у последней петли нужно провязать хвостиком. Дальше хвостик будет использоваться как соединение, то есть хвостик я вытягиваю и делаю с его помощью соединение ряда через протяжку. И обратно с изнаночной стороны туда, откуда выходит нитка. Вот посмотрите, как получается, но пока связан только первый ряд. Перехожу к вязанию второго ряда. Вязать донышко этой корзинки я буду узором галочки. То есть делаю все те же привычные действия. Нахожу галочку, куда можно вставить крючок во втором ряду. Ну и, соответственно, в схеме идеального круга вяжу по 2 петли в каждую галочку. Последние 2 петли, и вот на второй петле я делаю одну ножку основной нитью, а шапочку от столбика без накида я делаю хвостиком. Снова вытаскиваю хвостик и снова через протяжку смыкаю ряд. И с изнаночной стороны. Ну и как вы уже поняли, таким образом можно соединить все ряды. То есть если вы каждый ряд соединяете с помощью хвостика, то хвостик постепенно ряд от ряда переходит к следующему ряду, и соответственно здесь нет никаких протяжек, которые могли бы быть видны. Я довяжу до конца донышка и покажу вам, как применить этот метод на другом узоре. Я связала небольшое донышко в 5 рядов, закрываю последнюю петлю с помощью хвостика. Вот у меня хвостик.
делаю протяжку с помощью хвостика. Подтягиваю все хорошенечко. Смотрите, дальше я перейду на вязание стеночек, но сначала я сделаю отделочный ряд. И этот метод позволяет тоже очень легко и просто сделать отделочный ряд. Ну, вы уже видели, что донышко я соединила бесшовно в косичку. Дальше просто вставляю крючок под обе дужки. Подхватываю рабочую нить, не хвостиком. Хвостик я экономлю. И провязываю ряд из соединительных петель. До конца ряда. Сказала до конца ряда, но на самом деле последнюю петлю я еще не провязала. То есть вот видите, вот косичка началась, вот косичка закончилась. Одна петля еще не провязана. Вставляю туда крючок, но подхватываю не рабочую нить, а хвостик. И одну петлю через другую. Вытаскиваю его. И опять смыкаю ряд с помощью этого хвостика. Здесь надо все подтянуть, чтобы было одинаково. Вставляю крючок под обе дужки самой первой петли. Подхватываю хвостик. Повожу его. И затем с изнаночной стороны вот сюда и в последнюю петлю. Подхватываю и все подтягиваю тоже хорошенечко. Чтобы все было одинаковое и красивое. Ну а теперь перехожу, наверное, к самому интересному в этом видео. Дальше я буду вязать стеночки, но стеночки я решила вязать не узором галочки, потому что галочки вы уже все поняли, как соединять. И в принципе галочки получаются красиво на большинстве методов. Вот узор, который у меня никак не получалось соединять красиво, это обычные столбики без накида, либо столбики крестиком. Вот с этим узором мне всегда приходилось мучиться, и я предпочитала его вязать по спирали. А вот с этим узором можно соединять красиво столбики без накида, столбики крестики, ну и остальные узоры, которые основаны на этих петлях. Первый ряд ввожу крючок в полукосичку и в перемычку. Вот так. Подхватываю рабочую нитку, не путайте. Делаю подъемную петлю, следующую косичку, перемычку. Я буду делать столбики крестики, и поэтому я буду подхватывать нить крючком сверху. Кладу крючок просто сверху нити и делаю как бы обычный столбик без накида. Но он получается скрещенный. Следующую петлю крючок сверху нити, подхватываю, провязываю. Так до конца ряда. Я дошла до последней петли, вставляю крючок в косичку, в перемычку, подхватываю рабочую нить, крючок кладу сверху, и шапочку у этих петель я провязываю с помощью хвостика. Вот. И снова соединяю ряд. Точно так же крючок ввожу под первую горизонтальную петлю под обе дужки. Подхватываю хвостик, вывожу его наизнанку. Хорошенечко все подтягиваю. И затем с изнаночной стороны ввожу крючок в перемычку и в косичку. То есть туда, откуда выходит рабочая нитка, которая в данном случае у меня хвостик, чтобы петля замкнулась. Такой получается край. Вот здесь получился шов. Давайте я свяжу еще несколько рядов. Начинаю вязать второй ряд. Второй ряд я буду вязать рабочей ниткой, не хвостиком, не перепутайте. Здесь можно немножко спутаться, когда вы чем вяжете, придется просто распустить. Снова вставляю крючок под обе дужки петли, кладу крючок сверху рабочей петли, подхватываю ее и провязываю. Делаю первую подъемную петлю.
Вставляю крючок в следующую петлю под обе дужки, кладу его сверху рабочей нити, подхватываю и провязываю. Пытаюсь связать немного не туго, то есть вытягиваю подлиннее первую петельку, потому что она скрещенная, и ее нужно вытянуть немножко подлиннее. Она более плотная, чем обычный столбик без накида. И так вяжу до конца ряда, а в конце ряда опять соединяюсь. У меня остается последняя петля во втором ряду. Ее основание я провязываю рабочей ниткой, так же как и все остальные, а вот шапочку провязываю хвостиком. Крючок под обе дужки первой горизонтальной петли, повожу нить и затем с изнаночной стороны я вставляю крючок туда, откуда выходит эта нить, и замыкаю ряд. Все петли подтягиваю, чтобы было аккуратно и красиво. Ну, где шов, я не вижу вообще. Я свяжу эту корзиночку до конца, пока у меня еще есть чем соединять ряды, и покажу вам, как выглядит шов и что у меня получилось. Итак, смотрите, я связала стеночки узором столбики без накида, крестики. Шов у меня, сейчас я его найду, так, вот он хвостик, ну и, соответственно, шов вот здесь проходит. Да, его совсем не видно. Сейчас я покажу вам изнанку этой корзиночки. Вот, смотрите, по изнанке шов можно определить по таким косым перемычкам, которые идут вот влево, но если смотреть вот так, то вправо. То есть каждый раз ряд немножко смещается на одну петлю вправо. Если вам видно на донышке, вот он, шов. Тоже, в принципе, не сильно выбивается из рисунка. Здесь он совсем не заметен по лицу на этих галочках. Ну вот, смотрите, сейчас я ее разверну полностью, эту корзинку. Я, наверное, сделаю еще отделочный ряд, как вот здесь я делала по донышку. То есть то же самое сделаю еще вот здесь по краешку этой корзинки. У меня, кстати, есть видео про разные красивые отделки корзиночек. Вот здесь по подсказке вы его тоже найдете. Ну и вот так выглядит эта корзинка. Вот такой бесшовный метод вязания. Вот такой вот бесшовный метод. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить ему лайк. Не забывайте переходить на канал автора этого метода и ставить лайк ей тоже. Так как со мной этой идеей поделились, я решила поделиться с вами. Вы, надеюсь, поделитесь со своими друзьями. Данный прием очень хорошо подойдет для сумочек, для рюкзачков, которые очень часто вяжут разными столбиками без накида, столбиками крестиками или столбиками без накида за одну полупетлю, или из комбинации столбиком без накида и, например, воздушной петли. Я сама часто вяжу сумочки и таким узором, это один из моих любимых узоров. Ну и на этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал, и пока-пока!